Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такая машина контактной сварки. Заказчик у нас Игорь, и поедет этот заказ в город Гомель, Беларусь. Так, вкратце сейчас я расскажу. Подробные обзоры у нас есть на нашем канале. Сильно заострять внимание на нем не буду. На этом аппарате расскажу вкратце и включим, проверим. Вот после этого я буду отправлять его транспортной компании СДЭК. Вот, так как он у нас, заказчик, живет в Беларуси, вот, город Гомель, поэтому туда у нас ходит пока только СДЭК, возит посылки. Вот. Так, аппарат у нас с педалью, машина универсальная, то есть клещи снимаются со станины и могут использоваться как ручные клещи для сварки с рук. Ну, то есть машина универсальная, очень легко умещается при транспортировке в легковой автомобиль, в багажник, либо в салон. То есть снимаются у него полозья, педаль поднимается, откручивается с двух сторон по два винта и снимается клещи. Вот. И все это дело умещается, клещи умещаются вовнутрь этой станины. Вот, можно даже и сделать так. Так, машина контактной сварки — это 4200 ампер. Вылет клещей 550 миллиметров, а рабочая 500. Вот именно вот до этой тяги. Так, также у нас имеется контролировать температуру, перегрев. Это термометр. Термометр показывает температуру как на трансформаторе, так и на контроллере. Двойное показание. Вот. Клавиша переключения — это на ручной режим, то есть сколько мы жмем на кнопочку, столько она и варит. Вот, если нам нужно больше 2 секунд. И либо автоматический режим — это по выставленным показаниям контроллера варит. Встроен также здесь у нас контроллер. Контроллер позволяет регулировать ток и время. Ток в процентах от 20 до 100 и время от одного периода до 99. То есть один период — это 20 миллисекунд, и 99 периодов — это 2 секунды. 50 периодов — это 1 секунда. То есть регулировка очень плавная. Вот. Контрольные лампы имеются и табло цифровое с показаниями времени и тока, который регулируем ручками вот этими. Вес аппарата у нас 35 килограмм вместе со станиной. Вот, без станины где-то примерно 20 килограмм будет весить такой аппарат. Ну, клещи вот эти ручные. Заточены у нас электроды вот в таком плане под скос, для того, чтобы можно было обваривать какие-то плечики близко к, так скажем, к стенке. Вот. Аппарат заказывался для сварки дымоходов и вентиляционных систем. Поэтому вылет у него идет 550, и нижний электрод очень маленький. Вот здесь у нас электрод 550 миллиметров выходит высота, поэтому можно будет одевать какую-то трубу и обваривать. Так, по бокам и спереди у него имеются вентиляционные решетки. Сверху имеется ручка для переноски, рукоятка для сжатия клещей. Можно использовать как ручные клещи контактные. Кнопочка под большой палец для сварки. На задней панели у нас имеются 2 кулера для охлаждения. И один кулер у нас встроен на контроллере. То есть здесь 3 кулера. Так, разъем педаль и выход на 220 вольт подключения. И автомат включения. По подключению подключается аппарат проводом не менее 6 квадратных миллиметров.
Заземление тоже желательно, так как корпус аппарата заземлен. Вот, пользуйтесь заземляющими контактами. Вот. Имеется в комплекте также вилка для подключения к обычной сети розеток. Вот можно здесь видеть, какая толщина провода. То есть 6 квадратов и 2,5 квадрата. То есть разница видно даже на глаз. Вот. Поэтому лучше подключать его к автоматам на стене. Вот. Подвести к нему, к аппарату, к этому 6 квадратов провод тройной 3х6 и подключать. Так, у нас автоматы, коробка с автоматами идет в комплекте. Вот такая вот у нас идет коробочка. Здесь у нас два автомата и клемма заземления внутри тоже также присутствует. Подключаете и подключаете сварочный аппарат. Самое лучшее надежное подключение — это винтовые клеммы, как на автоматах, нежели к розетке. Вот. Но к розетке также можно подключать, если что-то вдруг нужно куда-то его перевести, да, вот в комплекте имеется еще и вилочка такая. Так, небольшая такая вот кнопочка, педаль переносная, так скажем, на проводе, тоже иногда пригождается. Вот, может быть, и вам когда-то пригодится. В комплект ложу сейчас всем. Вот, иногда просят. Так, очки защитные для глаз в комплекте, перчатки. Приятный такой бонус. Будете распаковывать аппарат и пробовать угощаться. Так, крепление к полу как бетонному, так и деревянному станины. Зачистка у нас, то есть это абразив для зачистки электродов медных и наша визиточка. Так, и вот будем пробовать на таких вот кнаусских пластинах, они по 1 миллиметру. Я всегда вот на этих пластинах пробую сварку. Вот, будем между перфорацией приваривать, точки делать, серию точек. Ну, примерно будем работать 5-6 минут и серию точек, 40 точек сделаем. Вот, посмотрим на перегрев, нагрев нашего трансформатора и контроллера, да, протестируем. И посмотрим, как он варит, то есть в режиме 5-6 минут, например. Да? То есть режим у контактной сварки такой: 10 минут. В эти 10 минут входит, например, 3 минуты работы и 7 минут отдых. 3 минуты работы, 7 минут отдых. Либо смотрите по перегреву. Если у вас в таком режиме не перегревается трансформатор или контроллер, можете работать там 4 минуты работать, 6 минут отдых. Либо там 5 минут работы, 5 минут отдых, 5 минут работы, 5 минут. То есть смотрите по ситуации. Так, что у нас еще? Крепление к полу также в комплекте будет, да, но сейчас установлены винтовые опоры спереди, сзади откатные опоры. То есть можно приподнять за нижний вылет и куда-то откатить по цеху. Вот, ну, то есть повернуть, как вам удобно. Это такое вот исполнение. Если вам не нужно такое исполнение, да, вот на винтовых опорах, чтобы по уровню выставлять, да, и на откатных опорах, можете прикрепить его намертво, то есть к полу. Крепления все есть. Так, регулировка педали также имеется. Вот она регулируется таким талрепом. Это регулировка сжатия педали, сжатия именно заготовки нашими медными электродами. Так как бывает у нас толщина металла разная, и немножко можно будет подкрутить талрепом. Вот. И потому что еще вдобавок стираются иногда со временем наши электроды, уменьшаются. Вот. И можно будет регулировать вот этим регулировочным талрепом. Вот, степень сжатия. На педали, на конце педали внизу имеется микрик. То есть нажимаем на педаль, дожимаем до пола и слышим, срабатывает микрик. И происходит сварка. Вот. Таким вот образом. Так, сейчас мы его включим и будем проверять. Так, включили мы на задней панели аппарата включатель. Показывает у нас температуру 29 градусов. Это комнатная температура, потому что аппарат еще пока не работал.
Вот. Переводим, например, да, это в автоматический режим, клавишу. Контроллер у нас показывает 99% и 99 периодов это 2 секунды. То есть регулировка тоже у нас работает нормально. 20% до 99%. И от 1 периода до 99 периодов. Вот. Регулируется очень плавно. Большая, то есть кнопка под большой палец тоже работает. Вот мы сейчас его нажмем и отпустим. То есть он будет отрабатывать выставленное время 2 секунды, потому что мы перевели на автоматический режим по заданным параметрам контроллера. То есть на 100% мощность будет работать и 2 секунды будет отрабатывать. Нажимаем и убираем палец. И сварочный аппарат будет 2 секунды варить и сам выключится. Вот кнопка загорелась и потухла. То есть он 2 секунды отработал и выключился. Так, ну а если мы переключим на ручной режим, то мы сколько палец будем держать, вот мы держим, столько он у нас будет секунд и варить. И лампа тоже горит, лампа сварка. То есть происходит, подается ток на электроды и сварка происходит. Так, сейчас мы поставим нашу камеру на штатив и попривариваем наши пластины. Так, поставили на штатив камеру. Так, выставим наши параметры на контроллере. Мощность мы убавим до 80%. И время мы тоже убавим до 15 периодов. Вот, 15 периодов и 80% мощности. Так, толщина 1 плюс 1 миллиметр. 2 пластины Кнауф. Это монтажная пластина. Так, ставим между перфорацией. Вот, дожимаем педаль до пола и происходит сварка. Ох, это было очень сильно и мощно. Наверное, я не знаю, может быть, подубавить. Наверное, еще надо будет подубавить мощность. Так, может быть, и время подубавим. Давайте поставим на 10 периодов. 10 периодов. Так, давайте и мощность еще убавим. 70 поставим. 70%. Нет, это очень мощно. 7 периодов. Мощность 60. Вот. В данный момент можно видеть то, что мы убавили мощность, и аппарат уже начал варить адекватно. То есть мощность мы убавили и время тоже убавили. И точка уже стала более адекватная и не разбрызгивает металл расплавленный. Это плохой контакт, бывает такое, искры летят. Так, мощность еще на 50 убавим. Ну-ка. Прибавить надо. Сжатие, степень сжатия побольше сделаем. Может быть, контакт плохой, поэтому искры летят.
Вот мы прибавили сжатие. Когда плохой контакт, плохое сжатие, и искры вылетают, расплавленный металл из-под электродов. Так, сейчас уже намного стало лучше. Еще немножко можно прибавить сжатие. Вот, стало еще лучше. Мы видим, что сварка стала намного адекватней. Искры летят меньше, треска идет меньше. Нужно это учитывать. Когда плохой бывает еще контакт, если маленько подгорели электроды, бывает так стреляет еще. Так, ставим точки, работаем не спеша. Ну, сейчас минут 5 поработаем, поставим точки, примерно штук 40. Я всегда так делаю при проверке. И посмотрим. О, это близко к перфорации, к отверстию попал, поэтому выплеснулся металл расплавленный. Нет у меня чистого листового металла, чтобы попробовать, поэтому пробую вот на таких оцинкованных кнауских подвесах. Так, ну, в принципе, это нормально. Когда работать будем, например, с нержавейкой, металл нержавейка без покрытия цинка, и сваривать он будет лучше, чем с покрытием цинка. Ну, то есть нужно будет, здесь еще нужно и цинк прожечь, и получается черный нагар из-за этого. Вот. И из-за черного нагара получается плохой контакт. Продолжаем работать не спеша. Немного ускорим процесс. И мы видим, я уже работаю при 50%. То есть запас мощности у аппарата приличный. 7 периодов. И можно даже, наверное, еще будет убавлять. Вы уже посмотрите по работе, по точкам, удовлетворяют вас такие точки или нет, устраивают. И будете уже настраивать контроллером, регулировать время и ток. Заканчивать буду сейчас уже. Осталось несколько точек мне сделать. По времени, по заданному отрабатывает 7 периодов и отключается сама сварка. То есть я на педаль нажимаю и не регулирую время. Вот и все. Закончили мы сваривать наши 40 точек сделали. И можно вот видеть такого характера кратеры привара точек. Примерно они вот так выглядят. Вот, если вдруг будет не устраивать, то можно будет еще подубавлять и мощность, и время. Разрывать именно такую вот сейчас две пластины, это уже не имеет смысла. Их не разорвешь. Как бы я уже пробовал неоднократно, вот, потому что пробую постоянно на таких пластинах. Это я просто проверить сварку и попробовать, как вот именно показать, как варится. Так, при каких мощностях. Так, видим то, что у нас на 7 периодах и 50% мощности мы варили. И
по температуре. По температуре у нас получается 47 градусов. Это температура трансформатора 47 градусов. И температура контроллера 33 градуса. Вот. Температура кабеля также где-то, который идет к электродам, градусов, ну сколько, ну где-то тоже 35 градусов примерно. Температура электродов, ну рукой я держать не могу, ну градусов 50 точно, больше 50 будет. Вот, в принципе, таким вот образом работать можно. 45 градусов, да, температура трансформатора, это первичная обмотка. Ну, 45 градусов это чуть больше человеческого тела, вот, поэтому, ну, даже это еще нормально. Как только вы видите, что температура превышает больше 50 или 60 градусов, лучше немного остановиться и, ну, пусть немного подостынет. Вот, в данный момент мы видим, как кулеры охлаждают постоянно наш трансформатор. Вот, и температура постепенно начинает снижаться. Сейчас вот уже 43 градуса и 32. Так, ну, в принципе, сейчас мы уже все проверили. Аппарат у нас рабочий. Все нормально, отлично сваривает. Сейчас мы его будем паковать и отправлять транспортной компании СДЭК. Кому понравился аппарат, ставим лайк. Кому не понравился, ставим дизлайк. Кто хочет заказать подобные аппараты, номер телефона я прикреплю здесь внизу. Заказывайте, пишите, Viber, WhatsApp, всем отвечаю. Или пишите внизу под видео в комментарии. Вот, можете в комментариях писать, задавать вопросы. Всем без исключения отвечаю. Вот. Аппарат у нас заказывают как для дымоходов, вентиляции и также для сварки проволок. Это в основном для каркасов венков берут ритуальных. Вот. Вылет 650, 600, 550, то есть разный вылет. Вылет у нас от, так скажем, 150 миллиметров, самый минимальный, 150 миллиметров и так далее. Кому какой вылет нужен. Вот. Данный аппарат можно будет заказать у нас. Срок изготовления в среднем 10 дней. Звоните, пишите, заказывайте. Также делаю на заказ это дымонагнетатели для дымогенератора холодного или горячего копчения. Вот. Также можете заказывать, номер телефона тот же самый. Подписаны на мой канал YouTube. ВКонтакте группа наша постоянная, тоже можете подписаться. Все ссылки будут в описании под видео. А также резервные каналы это Рутюб и Яндекс.Дзен, потому что у нас в России могут заблокировать YouTube. Вот, поэтому на русские наши соцсети тоже желательно подписаться. Так, ну, в принципе, все. На этом буду я завершать наш обзор на этот вот данный аппарат. Всем пока, до новых встреч.